Что-то происходит за кулисами, и даже HYB не была к этому готова. Следующий шаг Чонгука и Тэхёна оставил всю компанию и армии безмолвными. Может ли это быть начало массовых перемен для BTS? Оставайтесь с нами, потому что то, что мы только что узнали, может изменить все, что вы думали, что знали о них. Все началось тихо, слишком тихо. Никаких официальных заявлений, никаких обновлений расписания, только серия загадочных действий от Чонгука и Тэ, которые привели армии в неистовка. Чонгук внезапно удалил ключевые посты из своих социальных сетей, в то время как Тэхён был замечен на встречах с людьми, которых никто не ожидал. Инсайдеры говорят, что руководители HYB были застигнуты врасплох. За закрытыми дверями обсуждения, как сообщается, стали напряженными. Один источник описал атмосферу как накаленную, словно что-то большое должно было взорваться. И когда фанаты начали соединять точки, частные встречи, внезапное молчание, эмоциональные намеки, в сети распространилась леденящая мысль. Планируют ли Чонгук и Тэ нечто, что может переопределить все будущее BTS? Но что именно они планируют? И почему HYB так нервничает по этому поводу? Правда может быть глубже, чем кто-либо осознает. Когда начали циркулировать слухи о следующем шаге Чонгука и Тэхёна, внутренняя реакция HYB была немедленной и панической. Многочисленные инсайдеры утверждали, что в срочном порядке были созваны высокопоставленные совещания, на которых руководители, как сообщается, обсуждали контроль ущерба и управление нарративом. Причина? Решение Чонгука и Тэхёна было не просто личным, оно могло полностью сместить баланс сил внутри BTS. По словам одного инсайдера, HYB тщательно управляла имиджем группы, следя за тем, чтобы каждый шаг соответствовал грандиозному видению компании. Но если Чонгук и Тэхён примут независимые действия, будь то запуск совместного проекта, смена менеджмента или раскрытие внутренней напряженности, это может вызвать шок во всей индустрии. Еще более тревожно, что сотрудники HYB заметили нечто странное. Конфиденциальные файлы, связанные с будущим расписанием BTS, были внезапно заблокированы, и доступ к ним имела только горстка руководителей. Один источник утверждал, что они что-то скрывают, что-то большое. И именно тогда слухи начали раскручиваться, не только о творческой свободе, но и о контроле, лояльности и правде. Пока HYB суетилась за кулисами, Чонгук и Тэхён действовали тихо и целенаправленно. Поздние ночные студийные сессии, частные встречи с продюсерами за пределами круга HYB, загадочные сообщения в их социальных сетях, которые поначалу казались безобидными, но, будучи собранными воедино, раскрывали нечто гораздо большее. Источники, близкие к дуэту, утверждают, что они разрабатывали секретный творческий проект, тот, который позволил бы им выражать себя без контроля HYB. Некоторые говорят, что это музыка, другие шепчут, это полноценный документальный фильм, разоблачающий то, что на самом деле происходит за отполированным имиджем BTS. Чем бы это ни было, это что-то глубоко личное и потенциально взрывоопасное. Один продюсер, который якобы работал с ними, описал атмосферу как сырую, эмоциональную и до боли честную. Он сказал, они не просто создают искусство, они делают заявления. Как только просочилась информация об этом секретном проекте, паника HYB переросла в полномасштабный кризис. Некоторые внутренние служебные записки предупреждали сотрудников избегать спекуляций и соблюдать молчание относительно независимой деятельности участников. Но это было уже поздно. Секрет был раскрыт. Вопрос теперь не в том, сможет ли HYB их остановить, а в том, что Чонгук и Тэхён на самом деле пытаются сказать этим таинственным проектом. Это был тот момент, которого боялась вся компания. После недель слухов, скрытых встреч и нарастающего напряжения, руководители HYB наконец-то решили поговорить с Чонгуком и Тэхёном прямо. Встреча, как сообщается, состоялась поздно ночью, вдали от камер, вдали от сотрудников, в глубине сеульской штаб-квартиры компании. Свидетели говорят, что воздух был пропитан давлением. Один инсайдер вспоминал, это можно было почувствовать. Тишина была тяжелой, и никто не смел заговорить первым. Когда началось противостояние, руководители поставили под сомнение их лояльность, их мотивы и, самое главное, их секретность. Но Тэхён не отступил. Спокойный, но твердый, он, как сообщается, сказал, «Мы не разрываем связи, мы освобождаемся». Чонгук, сидящий рядом с ним, просто кивнул. Его молчание было громче слов. Напряжение нарастало. Были вызваны пиар и юридические команды HYB, и то, что должно было быть обсуждением, превратилось в эмоциональное противостояние. Один свидетель утверждал, что последними словами Чонгука перед уходом из комнаты были «Вы не можете остановить то, что уже началось». Эта одна фраза разлетелась как лесной пожар по стенам HYB.
В течение нескольких часов многочисленные инсайдеры слили намеки в сеть, и фанаты поняли, что только что произошло что-то масштабное. Это было не просто разногласие, это было объявление, и теперь весь мир наблюдал за тем, что произойдет дальше. В тот момент, когда новость о противостоянии просочилась, интернет взорвался. В течение нескольких часов хэштег #ProtectTaeKook и хэштег HYBPanic стали мировыми трендами. Армии наводнили социальные сети сообщениями поддержки, требуя прозрачности и свободы для Чонгука и Тэ. Фанаты начали анализировать каждое прошлое интервью, каждую строчку песни, каждый взгляд между ними, ища улики, которые они могли пропустить. HYB тем временем находилась в состоянии полномасштабного кризиса. Компания поспешила выпустить тщательно сформулированные заявления, утверждая, что все участники BTS остаются едиными и никаких внутренних проблем нет. Но фанаты этому не верили. Время, внезапное молчание официальных каналов и странные монтажи в недавнем контенте. Все казалось режиссированным. За кулисами инсайдеры говорят, что пиар-команда HYB запустила стратегию сдерживания. Они якобы планировали наводнить социальные сети не связанным с проблемой контентом BTS, старыми клипами, промоушенами, ностальгическими постами в попытке отвлечь фанатов. Но план провалился. Чем больше они пытались контролировать нарратив, тем громче становилась армия. Загадочный пост Тэхёна в его личном аккаунте тоже не помог. Черно-белая фотография пустой сцены, подписанная просто «Скоро». Через несколько часов Чонгук шеял историю с одним словом – «Готов». Фанаты потеряли разум. Дразнят ли они секретным проектом или объявляют о чем-то, что может официально разрушить контроль HYB? Никто не знал, наверное, но одно было ясно – затишье перед бурей окончилось. Власть HYB пошатнулась, и Чонгук и Тэхён фетали контроль над своей историей. Спустя несколько дней после Хауша тишина нарушилась не через HYB, не через новостные агентства, а через самих Чонгука и Тэхёна. В полночь по корейскому времени оба внезапно публиковали одну ссылку в своих профилях. Никакой подписи, никакого тизера, просто одно слово, которое у каждого фаната пробежали мурашки по коже. Трус. Когда фанаты кликнули на ссылку, они попали на загадочный короткометражный фильм под названием Beyond the Stage – «За кулисами». Это была не продукция HYB. Он был полностью независимым. Фильм открылся зернистыми кадрами из-за кулис. Поздние моменты в студии, слезы, смех и настоящая усталость, которая скрывалась за их улыбками. Затем последовала озвучка. Глубокий, спокойный тон Тэхёна сказал: «Мы годами отдавали все мечте, но где-то по пути забыли, что она наша». Затем последовал голос Чонгука, искренний и эмоциональный. «Это не бунт, это свобода». Фильм развернулся как исповедь, не против BTS, а против системы, которая их сковывала. Они говорили о творческих ограничениях, давлении совершенства и одиночестве за славой. К концу стало ясно, что это не разрыв, это возрождение. Когда последний кадр исчез, на экране появились слова «Глава 1 начнется скоро». Социальные сети взорвались, армии плакали, ликовали и объединялись. Хэштеги, такие как TaeKook и Beyond the Stage, доминировали в мировых трендах. Тем временем HYB, как сообщается, молчала 48 часов. Ни пресс-релизов, ни разъяснений, потому что на этот раз Чонгук и Тэхён полностью контролировали историю. Послание было неоспоримым. Они не покидали BTS, они его переопределяли. Выход Beyond the Stage вызвал дрожь во всем мире развлечений. В течение нескольких минут новостные агентства от Сеула до Лос-Анджелеса спешили расшифровать, что только что произошло. Был ли это сторонний проект, бунт или начало новой эры для BTS? Крупные сети назвали это самым смелым шагом в истории K-pop. Критики назвали это шедевром художественной независимости. Даже западные медиагиганты, такие как Billboard и Rolling Stone, отложили все, чтобы осветить эту историю, подчеркнув, что Чонгук и Тэхён сделали то, на что не осмеливался ни один айдол. Бросили вызов системе и завоевали сердца всего мира, делая это. Тем временем внутри Южной Кореи разразился хаос среди развлекательных агентств. Цена акций Hype, как сообщается, упала в течение нескольких часов, поскольку инвесторы опасались, что сдвиг в динамике BTS может означать для будущего компании. Конкурирующие лейблы, однако, тихо праздновали. Один руководитель даже сказал неофициально: они просто доказали, что айдолы могут вернуть себе власть, и это меняет все. Другие артисты начали высказываться, тонко намекая на смелость Тэхёна и Чонгука. Социальные сети наполнились сообщениями от продюсеров, стилистов и даже бывших стажеров, благодаривших их за разрушение шаблона. Внезапно разговор шел не только о BTS.
Он касался всей индустрии. Но пока мир хвалил их, Hype не была готова сдаться. За закрытыми дверями компания начала разрабатывать то, что инсайдеры назвали планом восстановления. Стратегию по восстановлению контроля над нарративом до того, как Чонгук и Тэхёон предпримут свой следующий шаг. И этот следующий шаг был уже ближе, чем кто-либо осознавал. По мере того, как Beyond the Stage продолжал доминировать в заголовках по всему миру, молчание Hype наконец треснуло. На третий день компания запустила то, что инсайдеры теперь называют «Операция Сброс», скоординированную пиар-кампанию, призванную восстановить нарратив и, если возможно, вернуть Чонгука и Тэхёона под контроль. Это началось тонко. Сначала Hype выпустил официальное заявление, назвав фильм творческим сторонним проектом, одобренным менеджментом. Отчаянная попытка представить это как запланированное событие, но фанаты сразу же это раскусили. Тон, формулировки, даже время – все кричало о контроле ущерба. Далее последовал медиа-блиц. Аффилированные с Hype издания внезапно опубликовали эксклюзивные инсайдерские интервью, рисуя компанию как полностью поддерживающую видение Тэхёона и Чонгука. Но армии не обманулись. Они заметили несоответствие, подозрительно отрепетированные цитаты, то, как оба артиста молчали, пока компания говорила за них. За кулисами обстановка накалялась еще больше. Просочившиеся сообщения предполагали, что Hype готовит юридическую проверку всей независимой работы, проделанной двумя айдолами, намекая на возможные нарушения контракта. Один источник сказал, что они боялись не потерять контроль, а потерять актуальность. Но что Hype не ожидала, так это того, что произошло дальше. Вместо того, чтобы отступить, Чонгук и Тэхёон удвоили усилия. Несколько дней спустя оба опубликовали одно синхронизированное сообщение: «Вы не можете заставить правду замолчать». Глава 2. Скоро. Это был окончательный мат. Вся стратегия Hype рухнула в одно мгновение. Каждая попытка контролировать историю только делала послание дуэта громче. Чем больше компания сопротивлялась, тем больше фанаты объединялись. Не против Hype полностью, а за право Чонгука и Тэхёона быть свободными. Это уже не было столкновением между артистами и менеджментом. Это стало движением. То, что начиналось как слухи внутри Hype, теперь переросло в нечто гораздо большее – в полномасштабное культурное движение. По всему миру фанаты, артисты и даже инсайдеры из конкурирующих лейблов начали называть это эффектом Тэйкук. Два человека, которые выступили за творческую свободу, невольно привели к революции, которая вышла далеко за рамки BTS. Молодые айдолы начали высказываться в сети, сначала осторожно об истощении, творческих ограничениях и давлении соответствовать. Бывшие стажеры делились историями о контроле, молчании и страхе. Внезапно слово «свобода» стало новым модным словом в индустрии. Музыкальные журналисты описали это как момент, когда самая отполированная система кей-поп была вынуждена посмотреть в зеркало. Тем временем армии не просто наблюдали, они руководили. Миллионы фанатов организовали цифровые кампании, транслируя фильм Beyond the Stage, чтобы поддерживать его в трендах. Они писали открытые письма развлекательным компаниям, требуя прозрачности и справедливого обращения ко всем артистам. Послание было ясно. Старая система рушилась, и это началось с Чонгуком и Тэхёоном внутри Hype. Мораль, как сообщается, была сломлена. Некоторые сотрудники тайно восхищались тем, что сделали эти двое, даже когда руководители сильнее давили, чтобы сдержать последствия. Один инсайдер признался, что мы поняли, что больше не защищаем компанию, мы защищаем иллюзию. На международном уровне другие группы начали следовать их примеру. Сотрудничество, независимые релизы и пункты о творческом контроле начали появляться в контрактах, которые когда-то были герметичны. Аналитики отрасли назвали это «тихой революцией кей-поп». И в центре всего этого стояли Чонгук и Тэхёон. Не как бунтарники, не как жертвы, но как визионеры, осмелившиеся переписать правила. Но как раз когда мир думал, что буря утихает, появился новый тизер. Тот, который поднял бы все на еще более высокий уровень. Он просто гласил: финальная глава, правду, которую мы не могли рассказать. Мир затаил дыхание. Ровно в полночь обратный отсчет закончился, и экран погас. Начала играть тихая фортепианная мелодия, завораживающе красивая, когда появились изображения Чонгука и Тэхёона. Детские клипы, кадры репетиций и закулисные моменты, которых никто никогда раньше не видел. Он не был отполирован, он не был перфектен, он был сырым, до боли настоящим. Затем голос Чонгука нарушил тишину. Мы всегда хотели говорить от сердца, но иногда чем громче становится мир, тем труднее быть услышанным. Тэхёон продолжил, его тон спокойный, но тяжелый от эмоций. Речь не об уходе, речь о том, чтобы быть честными, о том, чтобы показать миру, кто мы на самом деле, за пределами огней, за пределами имени, за пределами сцены. Экран переключился на монтаж. Смех, слезы, споры и тихие ночи студий. Он показал братьев за айдолами, связь, которую слава никогда не могла разрушить.
А затем наступила правда, та, которую ждали фанаты. Они рассказали, что Beyond the Stage тайно разрабатывался более года. Это не было нападением на хайп или BTS. Это было послание индустрии самим себе. Заявление о том, что арт в своей основе должно исходить от свободы, а не от страха. Самый мощный момент наступил в самом конце. Чонгук посмотрел прямо в камеру и сказал: «Если это конец чего-то, пусть это также будет началом всего». Тэхон слабо усмехнулся, прошептав: «И что бы ни случилось дальше, мы всегда будем семьей». Фильм погас со словами: «Для тех, кто верит в правду, любовь и свободу, это для вас». Когда пошли титры, миллионы армий по всему миру плакали вместе. Это не был просто документальный фильм. Это была декларация, закрывающая одну главу одной истории и открывающая новую. В этот момент мир наконец понял. Чонгук и Тэхон не изменили BTS. Они изменили смысл того, чем BTS могли быть. Прошли недели, но отголоски финального откровения Чонгука и Тэхон отказались утихать. Мир изменился. Музыкальная индустрия, когда-то построенная на симшине и контроле, теперь столкнулась с новой эрой. Той, что сформирована правдой, смелостью и связью. Beyond the Stage стал больше, чем просто проектом. Он стал символом. Университеты преподавали его на медиакурсах. Артисты цитировали его в интервью, и фанаты со всех континентов находили силу в его послании. Он напомнил миру, что искусство не принадлежит корпорациям, оно принадлежит сердцам, которые его создают. Хайп в конце концов выпустил официальное заявление, признавая независимость Чонгука и Тэхона как новую форму творческого партнерства. Но все знали, что это на самом деле означало. Компания сдалась силе аутентичности. Чонгук вернулся в студию, выпуская треки под своим собственным лейблом. Тэхон, вечный мечтатель, начал режиссировать, рассказывая истории о любви, потере, красоте и несовершенстве. Однако, несмотря на их индивидуальные пути, эти двое продолжали неожиданно появляться вместе, иногда на концертах, иногда в тихих прямых трансляциях, всегда напоминая армии, что семья не заканчивается, когда заканчивается контроль. На их концерте «Воссоединение» год спустя свет погас, и толпа в тысячи людей замолчала. Один прожектор осветил сцену, когда Чонгук начал петь, его голос дрожал от эмоций. Тэхон присоединился к нему на середине, их гармонии были искренними и чистыми, звук, который нес годы боли, свободы и любви. Когда песня закончилась, Чонгук посмотрел на публику и прошептал: «Мы не хотели убегать от прошлого, мы просто хотели снова найти себя».